Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем, как можно добавить в наш шрифт новые глифы, которых у нас до этого не было. Мы уже частично это где-то встречали, где-то разбирали, но я решил это собрать в одну общую композицию. При выборе любой из кодировок, которые у нас представлены в левой панели, если вдруг у вас ее нет, вы можете нажать вот сюда, вам будет показано содержимое всех основных кодировок в каком-то основном языке. Мы можем вот это дело выключить. Вот. И, то есть, грубо говоря, если вы хотите сделать шрифт, в котором есть базовая латиница и все ее глифы, вы можете просто выбрать соответствующую ячейку и, нажав либо вот сюда, и сгенерировать соответствующие глифы, либо, увидя эту сортировку, просто нажав Enter на любую из них, вы можете, соответственно, добавить то, чего вам не хватает. Можете пройтись по разным этим, скажем так, кодировкам и добавить то, что вам нужно. Если вам нужно добавить символы из большого каталога, например, у вас есть какая-то задача, есть какой-то диапазон глифов, которые вам нужно, то здесь вы, скорее всего, их не найдете, и либо искать будет не очень удобно, поэтому можно добавить их из каталога. Для этого мы можем нажать в меню «Фонд» и добавить глифы из каталога. И вот здесь, исходя из тех настроек, которые нас интересуют, можно вплоть до того, что набрать, например, номер Unicode либо название глифа, мы сможем здесь набрать то, что нас интересует. При этом, если в нашем шрифте уже есть какой-то глиф, то он будет нарисован в самой ячейке. Это значит, что вот эти символы, они уже есть в нашем шрифте, а вот этих нет, потому что здесь отображен стандартный дефолтный шрифт, который как бы показывает содержимое этой ячейки. Но при этом иногда бывает здесь ничего нету, потому что некоторых глифов нету даже, например, вот в шрифте, который своего рода фоновый в этом глиф-меню. В общем, здесь мы выбираем то, что нам нужно, и после того, как мы выбрали, можем нажать ОК, и они у нас добавятся, и при этом они еще и окрасятся в синий цвет. Так. Он говорит мне о том, что у меня включена вот эта настройка, поэтому если я нажму Show, то он мне добавит и отключит эту сортировку, потому что если я включу, мы увидим, что они у нас пропадут. В общем, они у нас окрасились в такой фиолетово-синий цвет, и это говорит нам о том, что мы добавили его из каталога. Еще один вариант, как можно добавить необычные глифы в ваш шрифт, это просто скопировать их из браузера, например. Ну, допустим, мы зайдем на Википедию и можем найти здесь список каких-то глифов, которые вы вообще первый раз видите, но вы, допустим, увидели их в составе какого-то другого шрифта, и вам бы хотелось добавить поддержку этого глифа в вашем шрифте в том числе. Мы можем выбрать, например, какую-нибудь букву, ну, допустим, вот этот глиф, я его выбираю, и теперь мне нужно его добавить. Я, допустим, никогда не рисовал этот глиф, поэтому про него ничего не знаю, и в стандартной сортировке, где он находится, я тоже не знаю, но я могу просто взять его, скопировать и перейти в FontLab, перейти в текстовый режим, открыть вот это окно и просто вставить его сюда. Скобка мне не нужна, лишние символы я тоже убираю, пробелы и так далее. И что мы здесь видим? Мы видим, что они вроде как бы есть, но вроде как бы их нет. На самом деле в нашем шрифте их нет, это просто заглушка. Но чтобы они появились, мы можем просто перейти в режим редактирования, и у нас автоматически создастся такой глиф. Я кликаю в режим редактирования, даже ничего у нас не создалось, ну ничего страшного. Теперь я могу сделать двойной клик, используя Ctrl-Tool по любой из этих букв, и они у нас пропадут. Они пропадут, потому что такие ячейки у нас создались. Вот эта буква, она более темная, поэтому я, скажем так, ее вижу, но ее в нашем шрифте нет. Но если я сделаю двойной клик, она станет более тусклой, я увижу здесь ее название, и, соответственно, она у нас здесь как бы создастся в шрифте. Если я зайду вот сюда, я увижу, что вот они у меня добавились. То есть это такой удобный случай, если вы хотите добавить какие-нибудь необычные буквы, необычные какие-то рисунки и прочие, и просто берете их и буквально копируете ваш шрифт из статьи, которая вам понравилась. Еще один вариант позволяет вам создавать ячейки с необычными названиями, с необычными глифами, лигатурами и так далее. Ну вот, предположим, вот у меня есть шрифт, в котором почти ничего нет. И в то же время у меня есть шрифт Sasker, в котором есть очень много всего. И я бы хотел, например, создать вот такой хвостик для башкирских букв, но чтобы не копировать вот эту ячейку, ее название, что-то там не создавать, я могу просто сделать вот что. Я выбрал несколько глифов в текстовом режиме, либо в режиме редактирования. Вот я их открыл. В этом шрифте я вижу, что они у меня есть. Если я кликну вот сюда, я увижу, что у меня выбран сейчас в текущий момент шрифт Sasker, в котором эти глифы созданы, нарисованы и так далее. Но если я переключусь вот сюда,
то здесь у меня ничего не будет. И если я делаю двойной клик в пустом месте, ну где-то примерно, где он располагается, этот шрифт, то он у меня создастся, и я смогу его нарисовать или даже скопировать. Возвращаюсь обратно в этот шрифт и кликаю вот сюда, то есть на следующий глиф, и теперь могу снова переключиться сюда, и здесь вроде как бы ничего нет, но я делаю двойной клик, примерно даже можно вот так вот в рядок, предположим, у вас несколько глифов здесь выбрано, я могу вот так по каждому из них прокликать, так как это глифы, которых нету в шрифте, который по умолчанию в FontLab используется как фоновый, то, разумеется, он мне здесь ничего не показывает. Но кликая примерно в пустое пространство, которое здесь у нас есть, мы можем с вами создать эти ячейки. И теперь, в принципе, мы можем нарисовать ее, и нам даже не нужно ничего прописывать. Здесь у нас уже все прописано. Еще один вариант – это воспользоваться строкой поиска. Например, я хочу добавить в мой шрифт сразу несколько вот таких ячеек, и по каждую из них протыкивать, так сказать, вот в таком режиме это не очень удобно, поэтому я могу просто взять их и скопировать, прям вот буквально скопировать эти ячейки, перейти в мой шрифт и вставить в панель поиска вот в таком виде и нажать Enter. И что произойдет? Он, если даже я включу вот сортировку, он мне отобразит те ячейки, которые как бы не существуют в этом шрифте и содержат вообще непонятное название, потому что это все я делал под себя. Но тем не менее он позволяет мне сделать все то же самое, что я делал ранее, когда создавал новые ячейки. Я просто любую из них выбираю и делаю двойной клик. Делаю двойной клик, она окрашивается в белый цвет, и теперь такая ячейка создалась. Я могу даже сразу все выделить, нажать Enter, и теперь они в моем шрифте добавились. Просто я вот эту сортировку убираю. Теперь мы видим, что здесь у нас с вами добавились ячейки с вот этим необычным названием. То есть такой вот вариант достаточно простой и быстрый, даже быстрее, чем прокликивать вот здесь в пустое какое-то непонятное пространство. И если, допустим, у нас с вами есть несколько шрифтов, в которые в каждый из них нужно добавить такие ячейки, мы можем просто обратиться к панели «История» и выбрать вот этот запрос поиска. Он автоматически подтянет мне все названия правильные ячейки, которые здесь указаны. Я могу снова по ним сделать двойной клик и в другом шрифте создать точно такие же ячейки. В общем, штука удобная, вполне себе можно этим пользоваться. Если у вас есть какая-то пользовательская кодировка, либо там кто-то прислал ее, либо где-то скачали, либо выбрали ее из тех кодировок, которые у нас представлены вот здесь, мы можем с вами включить отображение всех ячеек глифов, которые не входят в стандартные сортировки, которые представлены здесь. Можем включить ее и прокликать то, что нам нужно, то, чего нам не хватает в нашем шрифте. Это, в принципе, удобно. Я по такому же принципу сделал себе сортировку с базовыми символами, которая включает в себя стандартную латиницу, кириллицу и немного пунктуации. Ее расширенную версию, которая включает основные символы расширенной латиницы и кириллицы. И самую прям вот глобальную из тех, которые на момент создания Заскера я исследовал и перебирал, она включает в себя вот огромное количество глифов, почти 1500. Вот. И даже я бы сказал, вот у меня есть версия для конкретно шрифта Zasker, которая включает в себя огромное количество еще различных альтернатив, стилистических сетов и так далее. Поэтому здесь у меня реально 1500 глифов. И если вдруг я создам новый шрифт, ну точнее, когда я буду создавать новый шрифт, я могу выбрать эту сортировку, выбрать все глифы, которые мне нужны, нажать Enter, и они у меня все автоматически добавят, мне даже не нужно ничего копировать. Штука безумно удобная, и я еще ее сделал таким образом, чтобы она у меня была по порядку. Все группы глифов я разделил по различным. Ну вот видно, что здесь у меня одна строка, она пустая, здесь ничего нету, зато дальше идет все символы, которые основаны на букве А, букве С, там D и так далее. И все то же самое касается и кириллицы. Различные виды валюты, различные варианты пунктуации, цифр и так далее. То есть здесь все удобно, потому что все в один рядочек. Это в целом удобно. Если я захочу быстро создать цифры в круге, вот, пожалуйста, они у меня готовы. Всякие табличные варианты у меня тоже здесь представлены. Но у вас, конечно же, такой кодировки здесь не будет. Это, опять же, вопрос будущих уроков и, скорее всего, не входит в рамки этого видеокурса. Но, тем не менее, штука удобная. Можете пользоваться теми стандартами, которые представлены. Например, какая-нибудь кодировка маковская
кириллицы вполне себе содержат большое количество нужных глифов, которые желательно, чтобы были в вашем шрифте. Еще один вариант, как добавить глиф в наш шрифт, это создать полностью его, скажем так, с нуля. Если мы откроем шрифт Zasker, то мы увидим, что помимо стандартных символов, которые есть в Unicode, мы можем просто их скопировать откуда-то и добавить. Есть глифы, у которых, в принципе, нету Unicode, и они как бы, не существуют. Поэтому нам нужно создать ячейку, которая будет иметь уникальное имя, которое в будущем мы сможем использовать, там, например, для какой-нибудь лигатуры или просто, чтобы это было в нашем шрифте. В общем, у нас есть задача с вами добавить уникальный глиф в наш шрифт. Поэтому мы открываем какой-нибудь любой глиф, и тут у нас есть два варианта. Точнее, вариант у нас один, но, в общем, у нас нет возможности создать глиф, когда у нас здесь нету ни одного какого-то созданного глифа. Поэтому нам нужно кликнуть на ячейку, которая уже содержит в себе какой-то рисунок. И после этого, когда мы выберем фонд New Glyph, у нас появится окно. Потому что если я кликну в место, где нету никакого нарисованного символа, здесь у меня только возможность создать глиф. Я кликаю, и у меня создается уже прямо та ячейка, на которую я навел курсор. Поэтому мы выбираем глиф, который уже существует, и теперь фонд New Glyph, и после этого появляется такое окно, в котором мы можем написать название нашего глифа, который мы хотим создать. И, например, пускай будет вот как там в примере Zasker, I closed. Просто закрытый глаз. После этого я нажимаю на Create, либо Create Blank, и тут принципиальное отличие в том, что если я напишу здесь, например, B, нижнее подчеркивание, Y, и нажму Create, он сразу у меня добавит в этот шрифт компоненты из существующих глифов, потому что он думает, что я хочу создать лигатуру. А мне это не нужно, поэтому я кликаю создать новый глиф, здесь пишу, допустим, I, можно нажать, например, Create, и, в принципе, здесь он ничего не создаст. Но если, в смысле, ничего не добавит, потому что он понимает, что это не лигатура. Но если я все-таки хочу создать какую-нибудь лигатуру, но мне не нужно, чтобы туда что-то добавлялось, поэтому я выбираю фонд New Glyph, например, с нижним подчеркиванием пишу B и букву U, но жму не Create, чтобы он не добавлял компоненты, а жму просто создать пустой глиф. И после этого создается пустой глиф, в котором внутри ничего нет. Как видите, не так уж и сложно расширить кассовый состав нашего шрифта. Достаточно воспользоваться либо стандартными, либо какими-то кастомными пользовательскими кодировками, либо вообще просто скопировать с Википедии недостающие глифы в какой-нибудь язык, например, выбрать и просто скопировать все, что там вы видите. Разумеется, делать так не стоит, потому что это будет слишком много лишних символов, но тем не менее, возможность у нас с вами такая есть, не обязательно даже знать, какой именно Unicode у текущего глифа, который вы хотите добавить, и где он вообще находится. Просто скопировали, ставили, два раза на него кликнули, и он у нас появился в шрифте. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.